Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Подталова. Еду в магазин за продуктами, а как же без этого, да? Жизнь без продуктов невозможна, ежедневно нужно что-то покупать, поэтому беру с собой вас. Проживаю в Турции уже больше 3 лет, кто на канале впервые. Езжу вот на таком велосипеде, это электровелосипед РКС 5 Pro. Брала в БИМе по акции. Есть еще один велосипед, вот такой вот тоже РКС. Здесь немножко шире шины. Ну и здесь, видите, какая рама толстая. В общем, в чем отличие? Это, кстати, старшего сына велосипед. Ну и по очереди муж ездит. Отличие вот то, что вот это он такой полегче. Я специально взяла себе полегче, потому что у меня позвоночник не совсем прям идеальном состоянии. Вот, тяжелый, в общем, поднимать нельзя, поэтому взяла вот такой вот. Но этот разгоняется на, 48, наверное. Сейчас подкрутили. Но у меня сейчас проблема из-за того, что подкрутили. Обычно показывал он до 30 километров в час. Тут 100% 50 километров в час разгоняется. Поэтому из-за того, что подкрутили скорости, сейчас надо разбираться, в общем, в этом компьютере. Вот в этом немножко проблема. Поэтому пока езжу на скорости максимум 25 километров в час. Вот такое вот подсобное помещение. Детские велосипеды тоже здесь у нас. И вообще у многих вот так вот велосипеды хранятся. Это у нас Сите в Турции. Здесь у нас есть и бассейн, и сауна в этом Сите. В общем, собираемся в магазин. Погодка сейчас в Турции прохладненько, но солнечно. 11 градусов показывает. Рыбки нету. Тогда, наверное, придется в рыбный рынок съездить. Это, конечно, дальше намного. Ну, а что поделать? Вот, в Карфуре особо ничего не покупаю. Только за рыбкой всегда прихожу. Иногда мясо, если хорошее, свежее. Так что, погнали дальше. Слышна была русская речь, только что прошлись русскоговорящие. Немножко вам остановилась показать набережную. Сегодня сообщение пришло. Спрашивали по поводу районов и сказали, что смотрят мои видеоролики. Те, кто хотят сюда приехать на работу в Селивке, жить. Вот. Поблагодарили, и это было очень приятно. Так что спасибо вам большое, что пишете. И желание возникает сразу же снимать, показывать все. Хочу показать вот набережная. Смотрите, я вообще такой цвет реки, это Гёкс. Вот такой цвет реки вижу впервые. Ну, то есть вот если в России брать речки, они другого цвета, а здесь они, получается, такого зеленовато морского цвета. В общем, просто пока от деревьев такой цвет идет. И когда вот дожди прошлись, например, вот такой вот немножко он грязного цвета. Цвет получается такого цвета, немножко болотного. А обычно всегда зеленовато такой голубой цвет. И действительно, в Турции реки имеют таких вот цветов интересных, необычных. Ну, а я сейчас поеду дальше вот по этой набережной. Вдоль дороги Т-400. И там вот будет вот здесь вот рыбный рынок. Холодно, но терпимо. На велике. Забыла перчатки одеть. Вот такой цвет реки сейчас. Говорю, мутноватая немножко из-за дождей. Дожди были. А так, смотрите, какая красота. Зелень, но ветрено. Ладно, я поехала. А вот и рыбный рыночек. Он находится на другой стороне реки. Здесь вот по понедельникам базар проходит. Там у нас по пятницам. Здесь по понедельникам. В общем, сегодня вторник. Вчера был базар, значит, сейчас пойду куплю рыбку какую-нибудь.
Так, смотрите, леврек 700 стоит, чупра 550. Вот такая цена. Самон 400 стоит. Короче, самон стоит 400 лир. Я спросила здесь. Купили, говорит, что здесь, то есть отсюда, говорит, что отсюда. Наверное, я возьму. Ну, это лосось. Побольше только хочется по размерам. Вот, леврек, наверное, и чупра лучше в Каррефуре брать. Здесь прям чистят, нарезают, как вам надо. 700 лир, сказал, будет стоить рыбка. Может быть, даже внутри икра будет. Вот, так что такие дела. Так, ну что, в 14:30 я отсюда выехала. 15:30 домой. За час съездила за рыбкой. Зато, считай, ужин у нас сегодня будет вкусный, полезный. И я думаю, час езды это недолго, учитывая то, что я еще в Каррефур заехала. Хоть каждый день можно ездить за рыбкой. И, друзья, нахожусь в Каррефуре. У нас настал новый день, и пришла опять за рыбкой. Купила красную рыбу и купила чупру. Дома покажу. В общем, икру дали мне в подарок. Еще хочу вот купить огурцы. Смотрите, вот такие вот огурчики продают в Каррефуре. Они очень вкусные. Татлы экси, салаталык 69 лир написано. Хочу немножко пройтись по ценам и вам тоже показать. Буквально хотя бы на 5 минут. Вот, что обычно я покупаю. В последнее время сейчас начали после каникул и зимних праздников сидеть на диете, поэтому часто берем рыбу. Вот, чечевицу покупаю всегда, готовлю суп с чечевицей. Очень дети любят и сами любим. Чечевица, правда, везде по-разному стоит. Вот смотрите, самая дешевая здесь, в Каррефуре, 74 лиры. Килограммовая 156 и 217 лир. Вот такая, самая дорогая. А вообще в Бимах чечевица дешевле, поэтому я обычно там стараюсь брать. Булгур беру всегда. Вот такой вот булгур здесь продается. Тоже время от времени чередуем рис, булгур, макароны. Обычно берем макароны, но редко готовлю в последнее время. Тоже как бы, да, от макарон полнеешь. Но дети любят, поэтому отвариваю для детей всегда. Макароны в Каррефуре по 28, по 30. Есть дешевые, совсем по 15. Вот кому интересно. Вот. И по подсолнечному маслу хочу сказать. Точнее, по оливковому. Подсолнечное масло вообще не беру в последнее время. Как увидела рекламу, точнее, на ютубе видео одного очень умного человека, который давно об этом рассказывает и разбирается во всем этом, говорит, что особенно вот в таких больших бутылках брать подсолнечное масло нежелательно, потому что там трансжиры образуются. Поэтому желательно брать оливковое масло, и я беру обычно, сейчас вам покажу, беру, вот написано, смотрите, tüm yemekler için. Обычно я брала камелия зеленого цвета, вот такую вот, но литровую. Что-то в последнее время она пропала. Только вот такой вот натураль сезма. То есть это получается прямого отжима. Но для жарки оно не подходит. Надо для жарки именно брать вот tüm yemekler'de. То есть оливковая, но tüm yemekler'de. Я брала вот как раз, видите, зеленая есть 2 литра, но литрового я не вижу. Написано kızartmalar ve tencere yemekleri için. Видите? То есть для жарки и все такое я беру. Хотя на оливковом масле я особо не жарю, но хотя бы вот даже тушение какое-то масло надо использовать. Вот. Что еще по приправам хочу рассказать. Всегда я беру приправу. Сейчас пакет поставлю тяжелый. Всегда покупаю кикик. Вот, по приправе хочу сказать, что не понимаю я разницы. Вот орегано, говорят,
и кикик. Орегано, кикик, еще одна трава, и все это кикик. Прованские травы, что ли, или как оно называется. В общем, все в одну кучу, здесь кикик называется. Поэтому я всегда в этом плане путаюсь. Ну, в общем, беру я всегда кикик. Потом я беру кимьон. Вот если, например, для говядины очень хорошо подходит кимьон. Вот. Еще я беру, ну, кармазобибер, понятное, сладкое. И беру как он называется? Кори я беру. Кори, не вижу здесь, где кори. Вот он такой коричневого цвета, но вот это больше подходит для курицы. Кори. Очень мне нравится вот эта вот приправа. Можно также брать вот такой вот красную паприку. Тоже добавлять в хлопьях. Видите, как бы крупная можно брать. Она у меня все еще лежит. Вот в таких вот упаковках она продается. Кикик вот опять. Кикик. Орегано написано здесь. И так. Пожалуй, все. Ну и черный перец обычный, конечно, я беру. Вот. По сладким вообще в последнее время сладкое не покупаем. Я готовлю десерт из агар-агара. Вот хочу сегодня тоже приготовить из яблока и агар-агара без добавления сахара вообще. Хочу добавить чисто вот, можно, например, взять вот такой вот черный шоколад, такой элькеровский, и сверху покрыть им. И то 60%, желательно 80% брать. Кстати, вот по акции 49 лир, пожалуйста. В принципе, здесь есть все для сладкоежек. И я бы сказала, что шоколад в последнее время из России, который мне привозили, менее вкусный, чем здесь. Здесь его еще пока не испортили. Он прям настоящий, вкусный. Разница большая. Вафли тоже как бы есть. Я раньше никогда не брала, потом подсела на вафли, знаете, какие? Со вкусом ореха, вот такой вот. Прям очень вкусно, но, как я и говорила, пока мы на диете. Так, молоко. Тоже молоко есть разное, но я сегодня взяла бутылку с собой. Буду покупать натуральное, как и говорила. Это детям. Себе мы в последнее время тоже как бы берем аз-яглы молоко, либо вот что-то типа вот этого можно взять. Цены здесь, конечно, на такие вещи дорогие. Вот миндальное молоко. Хотя миндальное молоко можно сделать самому дома спокойно и добавлять в кофе. Вот. Что еще можно здесь увидеть? Каша, да, кстати, вот кашу давайте покажу. Здесь вот как раз рыбку, когда покупала, женщиной виделась, она тоже еще пока только приехали, не разбираюсь, особенно вот для таких хочу сказать, что вот такая вот каша, это как наша, да, каша, 43 лиры стоит. Есть, вот смотрите, такая вот крупная, да, и есть вот такая вот написана юмушак, то есть более размельченная. Конечно, больше советую я брать вот такую крупную кашу, а остальное же тут с добавками мы не покупаем, если честно. Вот, есть разные там гранула, несквик для детей, кому интересно, и всякие вот такие вот для питания детского. Тоже в последнее время не едим, все в шкафу лежит, никто не кушает. Ну и орешки. Орешки обычно я покупаю тоже не вот такие вот, лучше натуральные брать. А у них вот орехи
продаются тоже вот в таких упаковках. Обычно написано казартылмыш, то есть обжаренные. Лучше брать чи. Также апельсины можно покупать сейчас, цитрусовые, 29 лир стоят. Яблоки, то есть фруктовая лавка здесь тоже богатая. Вот, получается, помидоры 59, огурцы 69. Быстренько пройдусь. Лук-порей 45, помидоры 79, красная редиска 32, лук, морковка 19, зелень 19, 26. Но я обычно в другой продуктовой, фруктовой, овощной лавке беру, там посвежее. Но вот смотрите, красный перец здесь 69, а я вчера покупала по 100. Здесь дешевле. Зеленый 49. Например, вот уже баклажаны здесь дороже. 64, 69. Кабачки там дешевле. То есть вот такая вот разница есть. На это можно обращать внимание и уже сравнивать цены, покупать там, где дешевле. Вот, кстати, айва 159 здесь, но ощущение, что она старая. Сейчас айва, сезон айвы, и туда я тоже, может, заеду. Сейчас посмотрю. Хочу купить айва. Здесь айва 159 лир, тоже хочу запечь. И десерт сделать с агар-агаром, то есть как зефирчик такой. Яблочки 99, 109 и бананы 69. В принципе, ананас 139, в Бимах ананас дешевле. Вот такие вот цены. Картошечка 16, лук 11, лук есть другой. Еще здесь обычно батат продается, его я не вижу. И сарымсак написано, это чеснок 179 лир. Есть вот такая стойка, типа все написано органик, натурал. Вот всякие там печенюшки, перекусы для детей. А здесь вот очень все так недешево. Вот такой органический стенд. Тут как раз вот есть и всякие масла. Еще вот такой стенд есть, как будто бы здесь все такое тоже типа для правильного питания. Как и обещала, хочу показать, пришла домой. Вот 3, получается, чупры купила, вот такие вот. Открыли, разрезали как келебек, почистили. Мне только осталось замариновать солью, лимоном. И это у нас будет ужин на 5 на вечер. Ну, с гарниром, там, может быть, с зеленью или с овощами. Также, как я и говорила, купила красную рыбу. Вот такой вот лосось. И мне дали в подарок икру. Смотрите, какая она цвета. Краснющая. Сейчас буду заниматься этим. То есть в Каррефуре мне вот столько икры дали в подарок. Представляете? Ну что, переложила каждую в свою тарелочку. Здесь у меня икра. Сейчас я ее буду делать, покажу вам. Это мы солим. А здесь я оставила для ухи. Вот такие вот кусочки. Это сейчас засолю. Просто солью посыплю и все. В принципе, ничего я больше не добавляю. Так, ну что, икру я залила водичкой 500 грамм. И где-то 500 миллилитров, точнее. Положила пол чайной ложки сахара, столовую ложку соли. В теплой воде даже прокипятила воду, потом дала ей остыть до 50 градусов где-то. И залила. Вот так вот отходит икра. Венчиком вот так вот делайте. Минут, наверное, 5. Если честно, это икра с магазина быстрее отошла, пленка. Поэтому, конечно, надеюсь, икра будет нормальная. И все это теперь я промою водой, сцедим эту воду, промоем водой и в холодильник подсолнечное масло добавим.
И в холодильник на 3-4 дня надо будет съесть. Морозильник пробовала засовывать нельзя. Лучше в морозильник засунуть сухую, прям сухую-сухую икру. Только тогда можно еще как бы этот... А так она в кашу превращается, если хоть немножко, малейшее количество воды останется, и в морозильник засунуть. Поэтому не советую в морозилку икру сувать. Ну все, я думаю, уже даже и не отходят икринки. Сейчас буду промывать, сцеживать. Промыла холодной водой и вот так вот на салфеточку. Да, слышно очень, как дети орут. У нас каникулы начались. Сегодня я ходила в школу. И 15 дней у нас сейчас каникулы. Все вот это потом перекладываем в баночки и добавим подсолнечное масло. Так, ну вот так вот у меня вышло икры. Сейчас добавлю подсолнечное масло и будет такая вкусняшка на завтрак. Еще хочу показать, что я покупаю. Вот такие семена чиа добавляем в йогурт или творог, очень полезно. Дети тоже любят. Ну и орешки можно еще добавить, очень будет вкусно, попробуйте. По поводу оливкового масла, как я и говорила, вот Натураль Сезме у меня вот такой вот. Это уже заканчивается банка, то есть это идет именно прямого отжима и для салатиков только. Вот такой вот у нас есть еще дополнительный, мы покупали тоже Натураль Сезме. Этот в стекле дороже стоит, но тоже очень классный. Попозже откроем. Потом я беру всегда вот такой вот нар экшиси. Обязательно вам рекомендую читать состав, чтобы был только вот içindekilер, только нарсую, то есть только сок граната, потому что они добавляют там еще разные штуки, карамелизируют и по типу соуса гранатового делают. Нежелательно такие брать. Авокадо уж у нас тоже всегда покупаю. И мой любимый помощник на кухне — это вот Атоми. Гель для мытья посуды. Очень классное средство. Вот такое вот литровое. Оно, кстати, у меня уже закончилось. Я уже заказала новое. Литровое покупаю, разбавляю с водой. И вот, наверное, эта банка уже у меня полгода лежит. То есть надолго-надолго хватает. Его разбавляется всего лишь 70 мл на литр воды. А так средство в банке литр. Поэтому советую тоже, ссылку оставляю под видео, кому надо, можете зайти сами, зарегистрироваться и купить. Кому нужна помощь, обращайтесь ко мне, тоже внизу есть ссылочки на мой телеграм, инстаграм, пишите, в общем. На этом все, всем пока, надеюсь, будут новые ролики в скором времени. В общем, пишите свои комментарии, всех люблю, всем здоровья, друзья, всем пока-пока.